Стоишь? Лучше присядь. Давай посмотрим, кто же тебя любит. Как всегда, с вами Вика. Новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Вы человек, которому точно палец в рот не клади. Сможете всегда постоять и за себя, и за свою семью, тем более, если это касается детей, да, вот самых-самых близких, может быть, родителей, да. Вы человек, который может очень быстро вспыхивать, да, ну то есть можете быть вспыльчивый, но очень быстро гаснете. Опять же, это идут такие отголоски вашей жизни, потому что когда-то вы были другим, и мне показано, что из-за того, что вами по жизни очень много манипулировали, в том числе женщины, может быть, даже у кого-то проиграется, что кто-то из других родственников, у кого-то дети, там, внуки могут вами манипулировать вот вашей добротой именно. Поэтому вы научились немножко уже ставить рамки, да, вы научились говорить слово «нет», ну, по крайней мере, может быть, учитесь, стараетесь учиться. И вы человек, который начал наконец-то показывать зубки, да, потому что понимаете, что, ну, многие в этой жизни хотят вас поиметь. Вы довольно такой сильный, может быть, даже властный, выносливый человек. Не терпите грубости, не терпите какой-то наглости вот в свой адрес, да. При том, при всем, что да, у вас может проиграться вспыльчивый характер, но если к вам по-хорошему, вы реально, ну, становитесь ручным. Ну, понятно, я немножко утрирую, но если с вами по-хорошему, да, можно много чего от вас добиться, и вы сами все сделаете, и поможете, и отдадите, и так далее. Давайте-ка сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вот, а вы действительно, может быть, поменялись в последнее время, да, вот стали более вспыльчивы, просто потому что многие по жизни вот, ну, используют вас, да, вы понимаете, что вас используют. Напишите, вот, давайте так, пишите, ребят, вы понимаете, что многие пытались вот использовать вас. Давайте вот такой вопрос. Если нет, то нет. Чем больше вашего актива, тем лучше. Вы человек семейный, конечно же. Кто-то сейчас еще находится в семье, да, поскольку это общий расклад. Но мне показано, что опять же это одиночество вдвоем. Вы можете быть в семье, но вам так не хватает тепла, вам так не хватает какого-то семейного уюта, может быть, той самой заботы, нежности, ласки. У кого проиграется, что вот сейчас вы в одиночестве, да, допустим, находитесь, что уже нет у вас как таковой семьи рядом, в принципе, та самая ситуация проигрывается, что, ну, нехватка нежности, тепла, заботы и так далее, все чего, ну, хочется банальному, простому человеку, да. Вы готовы идти к новым берегам, но почему-то не очень-то уверены в себе и, может быть, не очень уверены уже, что у вас получится построить новые отношения. Это может быть такой самообман, вы это понимаете, вы можете отгонять эти негативные мысли от себя, но тем не менее они очень часто вас накрывают. На ком-то из вас еще, ребят, есть магическое воздействие. Говорю, ну, потому что понятно, что это не у всех отыграется, но если вы какие-то признаки на себе имеете, скорее всего, вас подпоили, ребят. Это, скорее всего, было через жидкость сделано. Обратите внимание. Кому нужна диагностика более подробная, это на личный расклад, записывайтесь. Да, здесь, скорее всего, либо же связано с любовной магией, и плюс еще по здоровью может ударить. Поэтому смотрите, если чувствуете, что-то не то происходит, да, по состоянию, может быть, потому как вы не можете личную жизнь устроить длительное время, у каждого это может по-разному быть. Ну, то есть вы это почувствуете однозначно. Не бывает такого, что вот все хорошо, замечательно, да, а человеку говорят, что на нем магия. Не бывает. Какие-то звоночки, пусть какие-то единичные маленькие симптомы, они обязательно бывают. Просто не все на них обращают внимание. Что еще? Давайте в двух словах посмотрим, что еще о вас расскажут. Очень справедливые вы.
такой правдолюб, правдоборец, трудяжечка. Вы такой трудяжечка, но вот бунтарский характер, это, наверное, может быть, даже у кого-то из детства проиграется. Это может быть еще наследственная такая история. Ну и, конечно же, у многих из вас сердечко пока не занято, не трепещет. Я уже как-то рассказывала, что это значит. Либо же вы вообще сейчас никого рядом не видите, да, вы холостякуете. Может проиграться, что даже если у вас вроде бы рядом есть женщина, но любовь там больше не живет в этих отношениях. Тоже может проиграться. Либо же еще, ну, просто я разные ракурсы рассказываю, а вы уже примеряете на себя, кому что подходит. Либо же еще может проиграться, что вот вы только-только начинаете новые отношения, но как таковой большой-большой любви нет. Может быть, вы еще присматриваетесь, может, вы еще изучаете эту женщину, есть какие-то сомнения, вроде бы и нравится, а вроде бы нет. Ну, то есть это еще пока не любовь. Поэтому вы у меня, ребята, еще холостякуете. Итак, давайте-ка смотреть, кто же все-таки вас любит. Давайте разбираться, кто же вас любит, кто же к нам сегодня пришел на расклад. Смотрите, мне показано даже, вот где собака зарыта, что среди вас еще есть, знаете, какая категория? Это, ну, в принципе, это к сигнификации можно немножко тоже отнести. Есть такие мужчины среди вас, которые очень воинственно настроены против женщин. К счастью, вас не так много, но это мужчины очень израненные, да, вот с израненной душой, которым еще очень больно, которым не отболело, и которые, наверное, вот даже не хотят слышать ни о каких отношениях. Вот почему-то мне сейчас вот именно о вас пошла информация, вас мне показали карты, да, вот вы настолько разочарованы в женщинах, настолько вам было больно, либо же сейчас еще больно, может быть, у вас острый период сейчас, да, вот недавняя там разлука, расставание. Поэтому, ну, тоже такие есть среди вас. Почему-то мне интересно, Таро сразу же о вас и напомнила. Но смотрите, какая женщина вас любит. Ух ты! Да, это дама, которая будет таким вашим большим-большим шансом, если вы, конечно же, откликнетесь, да, вот заметите ее, шансом на свое такое большое-большое человеческое счастье. Эта женщина, она, в общем-то, такая, скорее, светловолосая, она хрупкого, скорее, хрупкого такого телосложения, она не пышечка. Но это будет ваш такой огонечек надежды, это лучик счастья в вашей жизни. Она самодостаточная, она, ну, в меру, в общем-то, знает себе цену, она без какой-то там короны, которую так побаиваются многие мужчины. Но она давненько в вас влюблена. Причем вот влюблена искренне, влюблена по-настоящему. Не за какие-то там деньги, машины, квартиры. Вот она в вас влюблена просто вот в такого, какой вы есть. Вот вы ей нужен, каждый, вот, да, вот каждый, понятно, у каждого своя женщина, но вот вы ей нужны такими, какие вы есть. Абсолютно бескорыстная, абсолютно. Причем она видит ваш настрой. Она видит, что вы, может быть, не очень готовы к отношениям, да. Она ярко так не проявляется, потому что, может быть, у кого-то из вас грустинка какая-то в глазах, может быть, она где-то краем уха слышала, там видела, как вы отзываетесь о женщинах, да, ну, то есть, я сейчас говорю о тех, кто категорически пока не хотят. Может даже проиграться, смотрите, ну, ей любви хочется, отношений, это 100%, это даже не обсуждается. Вот она в вас видит такого своего потенциального, может быть, мужа даже. Ну, то есть она на вас смотрит и, может быть, даже мечтает, да, вот как вы вместе, как у вас семья, там, может быть, дети, да, ну, в зависимости от возраста, понятное дело. То есть она уже даже в своих грезах, каких-то фантазиях, вот она рисует ваши совместные какие-то там картины, времяпрепровождения, как вы, где вы, что вы. Ну, то есть это такая своего рода, наверное, визуализация.
очень популярное сейчас слово, да, о чем мы думаем, что мы представляем, то у нас и появляется. Кто-то в это верит, кто-то не верит, но это действительно работает на энергетическом уровне. Вы с ней очень схожи. У вас могут быть даже какие-то вот житейские ситуации одинаковые. Но опять же, вы это поймете, если вы откликнетесь, если вы ее заметите. Опять мне показано, что, ребят, вот даже те из вас, которые откликнутся, ну, заметят эту женщину, вы можете почему-то посчитать, что да нет, уже она слишком хороша, а что-то это несерьезное, все, да. Поначалу вы можете ее воспринять, ну, как даму, ну, несерьезную, может быть, потому что она веселая, потому что она легкая, потому что она вот, ну, может быть, как-то себя так ведет, что вам почему-то покажется, ну, что эта женщина не для серьезных отношений. Хотя это будет очень и очень ошибочное мнение. Да, вот мне показано даже, что будут среди вас те, которые поначалу могут, ну так, ну не то чтобы прям хладнокровно общаться, да. Опять же, у каждого будет своя ситуация, мы не привязываемся к месту, да, где, что, как. Я просто в общем вам рисую картину. Но будут среди вас даже те, которые могут так как-то, ну, то ли не захотеть поначалу с ней общаться. Можете, ну, может быть, вы будете не в духе в тот момент, когда она вот как-то проявится к вам, да. Она может проявиться, но это будет проявление очень и очень ненавязчивое, потому что она сама по себе такая женщина, которая, ну, не будет бегать. Она скорее подождет, она скорее за вами понаблюдает, она, может быть, будет ждать какие-то моменты очень удобные для того, чтобы, ну, в нормальном, так сказать, настроении с вами пообщаться. Попытается, вот смотрите, у кого-то может проиграться, что она попытается, вот если у вас будут общие какие-то знакомые, друзья, может быть, да, то есть люди, которые знают и вас, и ее, она попытается, может быть, с кем-то либо посоветоваться, может быть, даже немножко подговорить ваших там друзей, приятелей общих, чтобы создали какую-то ситуацию, ну, чтобы вас типа там заманить немножечко, чтобы, может быть, что-то придумать, чтобы с вами как можно ближе пообщаться. Но я вам скажу как итог, мои хорошие, вы эту женщину все равно почувствуете. Вот вы почувствуете, и как бы вы не сопротивлялись своим чувствам, потому что, ну, есть среди вас те, я уже сказала, да, неоднократно, что которые на сегодняшний день могут отметать вообще всех женщин, потому что душа пылает и горит, потому что хреново. Но есть большой шанс, что вы влюбитесь, вы почувствуете. Вот со временем вы все-таки почувствуете, что она искренняя. Вы почувствуете, что от нее не нужно ждать никакого подвоха. Вы почувствуете ее, ну, может быть, даже искреннюю заботу. Вот что-то такое она, может быть, сделает, даже какой-то поступок совершит, что вас покорит окончательно. Ну, однозначно, да? Однозначно будут вызываться у вас теплые отношения к ней, но только не сразу. Поэтому будьте готовы. Очень такие трепетные отношения с ней могут сложиться, причем она вам может казаться порой, ну, такая, ну, не то, что невинная, наивная какая-то, да, потому что она вот, ну, чисто искренний человечек. Она может совершать, может быть, какие-то такие девчачьи поступки, да, вот как девчонка, юная, наивная, хотя она уже далеко не девчонка, но просто вот ее чистая душа, она никуда ведь не девается, да. У нас стареет, по сути, только оболочка. А наша душа, она остается у всех прежняя. Душа-то не стареет, вы это знаете по себе. Поэтому у вас будет очень большой шанс устроить свою и личную жизнь, и как раз начать те отношения, о которых вы давно мечтаете, многие. Но кто-то боится, опасается, кто-то не доверяет. У каждого это, ну, своя какая-то, может быть, претензия, да, у каждого свое мнение на этот счет. И каждый, конечно же, имеет право на свое мнение. Но я вам скажу так, если вы пойдете, вот несмотря ни на что, вот, да, вишенка на торте, в принципе, если вы, несмотря ни на что,
пойдете в отношения с этой женщиной. У нас уже, да, выпадала карта любви. И вот повторно выпала у нас карта, да, на которой люди счастливы. Это гармоничные, классные, суперские отношения, в которых обоим очень уютно и комфортно. И это очень немаловажно. Это не будет игра в одни ворота. Вот будет все очень, так знаете, ну, обоюдно, будет в унисон. Это будут отношения, которыми реально можно будет гордиться, и вам можно будет позавидовать. И я думаю, даже будут ваши друзья-приятели, которые со временем узнают о ваших отношениях, они, в общем-то, будут даже вам немножко завидовать, потому что у вас такая потрясающая будет женщина. Она еще, знаете, она очень справедливая. Вот чувство справедливости – это у вас тоже такое очень важное, одинаковое качество. На самом деле люди, которые имеют чувство справедливости, ответственности, да, вот она очень, как и вы, в принципе, она очень пунктуальная. Если, ну, кому будет интересно, да, еще немножечко я вам опишу ее. Эта женщина, она такая, знаете, она очень легкая, она легкая на подъем. С ней будет легко сорваться, куда-то помчаться на природу, там, я не знаю, куда-то к речке, к морю, к океану, кто куда захочет. Либо просто погулять, да, пойти там по парку прогуляться, неважно. С ней будет хорошо и комфортно. Ну и давайте вот все-таки, почему-то мне хочется посмотреть приблизительно, да, где вы можете с ней познакомиться. Ну, не то чтобы познакомиться, пересекаться. Вы посмотрите, опять же, любовь, любовь, любовь. Это будет людное какое-то место. Это там, где вы бываете оба неоднократно. Это может быть еще место силы. Оно вроде бы и людное, но это место силы. Очень часто это какое-то, ну, такое место, ну, где есть природа. Это парки могут быть, да, какие-то, может быть, лесочек небольшой, но тем не менее там не безлюдно. Там частенько бывают люди. Там, где вы бываете, может быть, любите гулять, проходиться, где, знаете, где вы, может быть, были в самый какой-то период отчаяния. Вы можете там пересечься, причем, смотрите, мне показано, что вы общаетесь и в одном каком-то месте, это может быть и работа, это может быть, я не знаю, компания, где угодно, но вот где вы именно можете сблизиться как-то с ней, пересечься еще раз, ну, знаете, это как случайная встреча в парке, к примеру, да? Это место, где вы, может быть, любите гулять, отдыхать вот именно в тяжелые моменты, где вы любите уединиться, подумать о чем-то, вот может проиграться, да. Но опять же, личный расклад это личный, но приблизительно вот это может быть такое место. Вот такой был сегодня расклад, мои хорошие. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!